Всем привет! Это проект Power Device, и я хочу прояснить одну деталь, которая касается телефонов Xiaomi и Redmi. Если быть точнее, сейчас я расскажу вам о новых лаунчерах, которые взяты из оболочки HyperOS 2.0. Их уже можно и нужно установить на наши Xiaomi и Redmi, если у вас оболочка HyperOS 1 и 14 Android. На своем канале я уже выпускал видео о том, какие полезные приложения можно уже сейчас установить на ваши Xiaomi из HyperOS 2. Если вы пропустили это видео, ссылку оставлю в описании под этим роликом. Так вот, в том ролике помимо всех фишек я показывал новый лаунчер. Сейчас же вышло еще одно новое обновление, которое можно установить. Как я уже сказал, это новый лаунчер, и в нем также добавлена новая фишка. Отмечу, что на телефоны Poco он не подойдет, так как на этих телефонах свой лаунчер. А вот на Xiaomi и Redmi с оболочкой HyperOS 1 и 14 Android его можно установить. Себе его я уже установил, повторюсь, какие здесь обновления. Во-первых, это новая анимация вызова вот этого меню, щипком. Видите выход значков здесь и здесь. Во-вторых, этот лаунчер дает новую анимацию при разблокировке. Она более плавная, и все элементы вылетают словно из-под экрана. Также отмечу, что если поставить этот лаунчер на некоторые бюджетные телефоны с HyperOS 1 и 14 Android, и если у вас не было анимации при разблокировке, то на некоторых телефонах она появляется. Можете это протестировать. Далее также, если мы сделаем щипок, нажмем настройки, еще, сетка рабочего стола, это меню также обновили. Еще одной деталью обновления является то, когда вы делаете щипок, если у вас пустое место на рабочем столе, то оно заполняется вот такими ячейками, чтобы видеть, куда можно разместить ярлык. Также на некоторых телефонах, если мы создаем вот такую папку, то у нее меняется анимация. С маленькой папкой то же самое. И также плюсом именно в эту новую версию лаунчера добавили еще одну новую анимацию. Смотрите, если я, например, открою настройки, вызову меню недавних, потяну приложение вот сюда, ничего не происходит, так как оно не поддерживает плавающие окна. Но если я открою Telegram, а он поддерживает плавающие окна. Кстати, не забывайте подписываться на мой Telegram, именно в нем я оставлю ссылку на это обновление. Она будет в описании под этим роликом. Сюда я регулярно скидываю интересные приложения и полезную информацию. Делаем с Telegram то же самое и утаскиваем его вверх. Здесь-то и появилась новая анимация. Вот она. Если в этот момент отпустить приложение, оно появляется в плавающем окне. Естественно, сама эта функция уже давно была на Xiaomi, но к ней с новым лаунчером добавили плавность и новую анимацию. И не забывайте, что если потянуть вот за такое окно, его можно вот таким образом переносить на разные стороны. В этот момент вы можете полностью взаимодействовать с телефоном как захотите. И в любой момент открыть это окно. Это очень удобно. Теперь стоит рассказать об одном нюансе, который присутствует во всех лаунчерах из HyperOS 2.0. Смотрите, во всех этих лаунчерах есть небольшое «но». Если, например, мы зайдем в Play Market, откроем какое-то приложение, а потом сделаем шаг назад, то это приложение сворачивается. Шага назад не происходит. В этом нет абсолютно ничего страшного, вы просто можете зайти в приложение, а потом нажать назад, вот на эту стрелочку. Тогда все работает. Это не работает именно с жестами Xiaomi. И смотрите, если мы сделаем щипок, настройки, еще, способ навигации, поставим кнопки и сделаем то же самое, то теперь все гугловские приложения у нас прекрасно будут работать. То есть такая вот небольшая проблема заключается именно в жестах. И появляется она только в Play Market или в браузере от Google. На самом деле абсолютно никакой проблемы я в этом не вижу. Советую вам установить это обновление, так как оно реально крутое. Плавность и новые функции в этом браузере вы заметите. Они действительно доработаны. Что касается этого бага с жестами, думаю, Xiaomi скоро уже выпустят обновление, где это будет исправлено. Как только выйдет обновление, я его скину в свой телеграм-канал и дам вам об этом знать. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на мой телеграм. Если будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь помочь. Всем до встречи, пока-пока.